Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 21 июля. Обращаем ваше внимание, сегодня полнолуние в Козероге, да еще и в соединении с Плутоном. Достаточно интересный, особенный и в то же время денежный день. Поэтому обязательно сегодня откройте ваш кошелек и скажите магические слова. Привлеките в свою жизнь изобилия, достаток и благополучие. Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк, поддержите нас, нам будет очень приятно. Итак, сегодня 21 июля, сегодня особенный день, когда полнолуние в Козероге образует соединение с Плутоном. Именно этот аспект имеет глубокое влияние на физический труд, наведение порядка и продуктивную хозяйственную деятельность. Давайте разберем, как именно это астрономическое событие повлияет сегодня на нашу повседневную жизнь и какие действия будут наиболее благоприятными. Итак, полнолуние в Козероге, соединяясь с Плутоном, создает для нас с вами идеальные условия для того, чтобы заниматься физическим трудом и наводить порядок. Это время, когда энергия планет будет способствовать активности и целенаправленным действиям. Любые хозяйственные хлопоты, будь то на дому или на даче, будут особенно продуктивны. Готовка, стирка, уборка – все эти рутинные задачи будут выполняться с легкостью и с удовольствием. Как вариант, запланируйте сегодня генеральную уборку или долгожданный ремонт. Это идеальный день для наведения чистоты и порядка в вашем пространстве. Также аспект дня отодвигает фантазии и мечты на задний план, позволяя лучше разглядеть настоящую реальность. Под влиянием Плутона могут обнажиться ранее скрытые проблемы, трещинки в отношениях, пробелы в воспитании детей и могут быть дырки в бюджете. Это время для того, чтобы внимательно присмотреться к своей жизни и сделать необходимые выводы. Будьте готовы к тому, что вам может понадобиться сегодня решать неожиданные проблемы. Используйте это время для анализа и исправления недостатков. Также сегодняшний день благоприятен для общения, дружбы и сотрудничества со старшими, более опытными и зрелыми личностями. Эти люди могут предоставить ценные советы и реальную помощь в решении ваших проблем. Обращайтесь к ним за поддержкой и делитесь своими заботами. Проводите время с родителями, наставниками или старшими коллегами. Их жизненный опыт и мудрость помогут вам найти выход из любых сложных ситуаций. Как мы уже сказали ранее, сегодня, друзья, особенный день, и именно этот день, 21 июля, считается денежным днем. В этот день астрологические аспекты будут способствовать привлечению финансового благополучия. Ну а чтобы воспользоваться этой возможностью, вам нужно провести маленькую практику. Итак, возьмите свой кошелек, но помните о том, что когда вы будете проводить сегодня эту практику, вы обязательно должны быть в хорошем настроении. Если вы раздражены, вам что-то не нравится, вас кто-то отвлекает, не спешите проводить эту практику. Вы на энергетическом уровне должны прямо прочувствовать, что все, вы сейчас готовы это сделать. Итак, возьмите ваш кошелек, откройте его и держите его в своих руках. Закройте глаза и представьте себе, как деньги текут к вам, наполняя ваш кошелек и наполняя ваш банковский счет. В этот момент вы ни в коем случае не должны думать о том, что «Ой, как мне рассчитаться за долги или за кредиты». Наоборот, представляете, что ваш банковский счет наполняется именно дебетовыми деньгами, то есть не кредитными. Это очень важно. И в этот момент скажите следующие слова. Сегодня денежный день. Богатство и процветание приходят ко мне. Мой кошелек наполняется, доходы растут и финансовая удача сопутствует мне. Да будет так. И эти слова произнесите 3 раза. Произносите их обязательно уверенно и с полным убеждением и верой в его силу. После этого обязательно поблагодарите Вселенную и обязательно за уже полученное и за предстоящее благосостояние. Помните о том, что у вас обязательно все получится. Помните о том, что вера и позитивный настрой играют ключевую роль в любом магическом действии.
Также избегайте сегодня ненужных трат. Постарайтесь сегодня не делать необдуманных покупок. Сосредоточьтесь на экономии и на накоплении. Занимайтесь сегодня финансовыми планами. Сегодня хороший день для анализа вашего бюджета, планирования будущих расходов и инвестиций. Также старайтесь на протяжении дня делать добрые дела. Вы можете пожертвовать небольшую сумму на благотворительность. Это поможет вам настроить энергию денег на положительный лад и привлечь их в вашу жизнь. Также сегодня в вашу жизнь могут появиться люди, кто вообще вам не знакомы, которые, возможно, могут попросить у вас какую-то помощь, какую-то поддержку. Помните о том, что это не всегда должны быть обязательно, что это должно касаться денег. Нет, могут у вас кто-то попросить совета какого-то, какой-то рекомендации. Это очень важно осознавать. И тогда действительно та помощь, которую вы будете оказывать людям, возможно, вы можете с ней поделиться своим куском хлеба, возможно, можете у кого-то угостить. Это даже может быть ребенок или пожилой человек. Теперь, друзья, давайте уделим внимание гороскопу на 21 июля для каждого знака зодиака. Итак, начнем со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, вы почувствуете сегодня прилив энергии, который можно направить на решение бытовых вопросов и завершение начатых дел. Полезно сегодня будет заниматься физическим трудом или спортом. В отношениях с близкими стоит проявить терпение и внимание. Далее Телец. Для тельцов день будет продуктивным в финансовом плане. Возможно, вы сегодня сможете действительно найти новые источники дохода или, как вариант, получите неожиданные поступления. Главное, не бойтесь обсуждать финансовые вопросы с партнером. Это поможет вам укрепить ваше взаимопонимание. Далее близнецы. Уважаемые близнецы, вам сегодня, 21 июля, стоит обратить внимание на свою домашнюю обстановку. Сегодня удачный день для уборки, ремонта или благоустройства. Общение с родными и близкими принесет вам радость и укрепит ваши отношения. Вечером можно расслабиться в уютной обстановке. Ракам звезды советуют сосредоточиться на личных отношениях. День благоприятен для общения с любимыми людьми, обсуждения планов на будущее и решения накопившихся вопросов. Не бойтесь сегодня проявить инициативу и предложить как вариант какие-то новые интересные идеи. Далее Лев. Для львов сегодня важен финансовый аспект. Возможно, стоит пересмотреть бюджет и навести порядок в финансовых делах. Полезно также будет обсудить с партнером общие финансовые цели и планы. День благоприятен для крупных покупок. Далее Дева. Уважаемая Дева, вам стоит уделить внимание своему здоровью и физической форме. Сегодня благоприятный день для занятий спортом, активного отдыха и здорового питания. Также полезно будет заняться рутинными делами и навести порядок в делах. Для весов день будет удачным как для творческих, так и интеллектуальных занятий. Полезно будет посвятить время своему хобби, чтению или изучению чего-то нового. Общение с друзьями и единомышленниками принесет вам радость и новые идеи. Скорпион. Уважаемые скорпионы, сегодня вы можете столкнуться с какими-то неожиданными откровениями и осознанием чего-то. Полезно будет заняться самоанализом и разобраться в своих чувствах и мыслях. Общение с близкими поможет вам прояснить многие вопросы и наладить отношения. А вот стрельцам сегодня стоит сосредоточиться на своих профессиональных делах. День благоприятен для планирования, постановки целей и обсуждения рабочих вопросов. Вечером полезно будет расслабиться и посвятить время себе. А вот для козерогов сегодня они почувствуют прилив энергии и мотивации. Полезно будет заняться физическим трудом или активным отдыхом. Общение с близкими принесет вам радость и поможет укрепить отношения. Также день благоприятен для финансовых дел. Для водолеев день будет удачным для общения и взаимодействия с другими людьми. Полезно сегодня будет обсудить свои идеи и планы с друзьями и единомышленниками. Также день благоприятен для занятий творчеством и саморазвитием. Рыбы. Рыбам стоит уделить внимание своим финансовым сегодня делам. Сегодня удачный день для планирования бюджета, поиска новых источников дохода и обсуждения финансовых вопросов с партнером. Вечером будет полезно расслабиться и провести время с близкими и с родными людьми.
Теперь давайте немножечко пару слов уделим внимание лунному календарю здоровья, на что вам стоит обратить внимание. Во-первых, обращаем ваше внимание, что многие люди, ввиду того, что сегодня у нас с вами полнолуние в Козероге, многие люди будут ощущать прилив сил, но также могут столкнуться с эмоциональной нестабильностью и физическим переутомлением. Полнолуние в Козероге особенно влиять будут на кости, суставы, кожу, а также на органы, связанные с выделительной системой. Козерог управляет костной системой и суставами, поэтому в этот день рекомендуется уделить внимание упражнениям для укрепления костей и поддержания гибкости суставов. Полезны будут легкие физические нагрузки, такие как йога, пилатес или плавание. Под влиянием полнолуния кожа может стать сегодня более чувствительной, поэтому рекомендуется проводить процедуры по уходу за кожей, использовать натуральные маски и увлажняющие средства. Избегайте агрессивных косметических процедур, таких как пилинг или депиляция. Полнолуние в Козероге может повлиять и на работу пищеварительной системы. Рекомендуется следить сегодня за рационом, избегать тяжелой и жирной пищи. Полезно сегодня употреблять больше овощей, фруктов и клетчатки для поддержки пищеварения. Также сегодня, ввиду того, что высокий энергетический уровень, ввиду того, что у нас с вами полнолуние, это может привести к физическому переутомлению. Поэтому старайтесь не перенапрягаться, находите время для отдыха и для восстановления сил. Также интуитивные способности сегодня обостряются, что позволяет лучше чувствовать свои потребности и состояние организма. Прислушайтесь сегодня к своему телу и не игнорируйте сигналы о необходимости отдыха или изменения режима дня. Также постарайтесь прислушаться к сигналам своего организма, не игнорируйте чувство усталости или дискомфорта. Найдите время сегодня и для отдыха, и для восстановления сил. Что же касательно лунного календаря здоровья, то сегодня хорошо этот день будет способствовать завершению начатых дел. Идеальный день для подведения итогов и завершения финансовых проектов, которые вы вели в последние месяцы. Также день благоприятен для анализа текущего финансового состояния, оценки доходов и расходов, а также планирования будущих финансовых шагов. На что еще стоит обратить внимание, что если вам сегодня нужно принимать какие-то очень важные решения, особенно если они спонтанные, лучше перенесите уже на середину этой недели, потому что вот эта импульсивность, эмоциональность, она может привести к необдуманным покупкам, необдуманным решениям, и в конечном итоге это ни к чему хорошему не приведет. Что касательно, друзья, карты Таро на 21 июля, то сегодня карта – это колесо фортуны. Как вы знаете, эта карта символизирует изменения, цикличность жизни, судьбу и кармические уроки. И колесо фортуны сегодня нам символизирует движение и изменения, поэтому некоторые люди в этот день могут ожидать значительных перемен в различных сферах жизни. Эти изменения могут быть как положительными, так и отрицательными, но в конечном итоге они ведут к личностному росту и к развитию. Также карта напоминает о цикличности жизни и о кармических уроках, поэтому все события, которые сегодня будут происходить в вашей жизни, они не случайны, и каждая из них имеет свою причину и следствие. Поэтому здесь важно осознать свои действия и их последствия, чтобы извлечь обязательно из них уроки. Кроме того, сегодня некоторые события будут происходить вне вашего контроля, и важно уметь адаптироваться к изменениям и, конечно же, принимать их. В финансовой сфере карта Таро колесо фортуны предсказывает перемены. Возможно, вы получите неожиданное денежное поступление или столкнетесь с непредвиденными расходами. Важно быть готовым к финансовым изменениям и принимать только обдуманные решения, чтобы воспользоваться благоприятными моментами. Также обратите внимание на те события, на которых вы сегодня можете оказаться. Это могут быть как хорошие события, так и плохие. В любом случае, подумайте о том, что же к этому могло привести. Также оставайтесь сегодня гибкими и адаптивными. Готовность к изменениям и способность адаптироваться к новым условиям помогут вам справиться с любыми испытаниями, которые может принести этот день.
Что же касательно совета от Архангела Михаила на 21 июля, то сегодня Архангел Михаил призывает нас освободиться от страхов и любых негативных мыслей, которые могут ограничивать наш потенциал и мешать достижению целей. Страхи и негативные эмоции могут стать преградой на пути к успеху и счастью. Также Архангел Михаил предлагает использовать свою силу и мужество, чтобы преодолеть те или иные преграды. Также Архангел Михаил напоминает нам о важности защиты и безопасности как физической, так и эмоциональной. Важно чувствовать себя защищенным и уверенным в любых обстоятельствах. Обратитесь к Архангелу Михаилу за помощью в создании защитного барьера вокруг вас и ваших близких. Также Архангел Михаил поможет сегодня людям принимать мудрые и правильные решения. В этот день важно доверять своей интуиции и внутреннему голосу, особенно когда речь идет о важных жизненных выборах. Архангел Михаил направит вас на путь истины и справедливости, помогая избежать ошибок и любых неверных шагов. Поэтому обязательно обратите внимание на те советы и те рекомендации, которые мы сегодня вам сказали. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.